Так, сегодня 20 сентября. Я нахожусь в последний день в Бордо. Завтра планирую выдвигаться в сторону Байона. Здесь вот это вот типа центрального парка. Я сейчас пойду, схожу в какой-нибудь торговый центр и потом думаю погулять по городу. Ну и в процессе я тоже думаю буду гулять по городу. Вот такой вот парк. Я не знаю, что тут особо интересного. Надо к пруду сходить, посмотреть его. Я не знаю, что тут на самом деле чем заняться. Я до сих пор не отошел от поездки позавчерашней из Парижа. И до Парижа, мне кажется, я просто немножечко простудился, пока ехал от Антверпена. Но у меня такой яркой простуды нет, но есть усталость. Это, я думаю, как один из симптомов легкой простуды. Так что, ладно, думаю, буду чем-нибудь сейчас... Чем-нибудь себя займу сегодня, завтра. Снова автостопом. Ну, тут 200 километров, это немного. Итак, зашел я во французский Ашан. Хочу купить какую-то бутылку сока и бутылку воды. Смотрю, очереди просто жесткие. Я не знаю, куда мне идти. Сейчас пойду на эти кассы. Соответственно, вот так вот. Попробую тут побыстрее, может получится. Вот он, магазин H&M. Короче, у них эскалатор, такая вот хрень. Что эскалатор вниз работает, а вверх не работает. Соответственно, подниматься нужно пешком. Спускаться можно и по эскалатору с его тягой. Я считаю, это полный долбоебизм. Короче, тут детская вся поебта. Нафиг, я не могу себе найти джинсы, это пиздец. Наф-наф. Магазин для свиней. Надо еще назвать магазин Хрю-Хрю. Итак, еще что касается Бордо. Вот, в принципе, трамвайные пути, а наверху проводов нету. И, соответственно, у меня есть подозрение, что вот это вот контактный рельс посередине. И от него как раз питается это все. Потому что мне сложно представить, как проводов нет, а трамваи ходят. Скорее всего, центральный рельс это контактный в Бордо. А по крайним тут минус, по центральному плюс. Но если я коснусь обоих рельсов, то меня может током убить. Не знаю, как это все работает, надо узнать. Итак, я добрался до Байона, меня встретили, все нормально, мы приехали тут шашлычки жарить. И на нас кто-то решил повыебываться. Это очень плохо. Соответственно, люди пока там выясняют непонятно с кем отношения, меня посадили в машину, чтобы я тут ждал. Поэтому я не знаю, куда дальше пойдем. Надеюсь, что все будет хорошо. Итак, сегодня я переночевал в машине, времени 10 часов утра. Я где-то примерно проспал 6 часов. У меня на работе был опыт ночевки, наверное, в худших условиях, чем это. И, в принципе, я поспал как-то. Но чуть-чуть тут дверь нормально не закрывается, и поэтому не очень комфортно. Что еще сказать? Связь тут тоже не работает, я не могу связаться ни с кем. Но вроде переночевал более-менее. Чувствую себя так себе. Итак, у меня второй день бомжевания в Байоне. Вот такая вот река тут протекает. Тут вот на реке такие водовороты очень странные. И думаю, можно... Не очень это безопасно, если решишься плыть по реке. Вот такой вот Байон. Не знаю, в принципе, похоже на какую-то мухосрань на самом деле, потому что каучсерфинг работает очень плохо.
И я думаю, где уже в принципе вечер, как видно. А я думаю, где я сегодня спать буду. А надо было на вокзал зайти, я не подумал об этом. Там, может, есть места сидячие. Так, вчера я ночевал в машине. Сегодня я попробую переночевать в аэропорту. Может быть, это у меня получится лучше. Но мне уже хочется на самом деле спать, хотя только времени нет, даже половина 11-го еще. И мне действительно, я думаю, попробовать в аэропорту где-нибудь устроиться. Надо только найти место в углу, где не будет проходного двора. Я иду по пустынной улице Беатрица. На улице никого. Швейцарский номер какой-то. Мне страшно. Немного. Придется мне забыть о страхе и попробовать переночевать в аэропорту уже. Где-то почти 2 километра идти до него от автобусной остановки. Итак, я почти что дошел до терминала аэропорта Биаррица. Вот тут вот аэропорт, вон там самолетик стоит. Но его, правда, может быть не видно в ночной съемке. Фух. Итак, я пришел пешком в аэропорт. Вот он аэропорт, но меня в него не впускают. Там внутри сиденье есть. В общем, я надеялся там полежать по-человечески. В общем, а тут вот такая вот хуйня, блядь. Открывается в 5:30. С понедельника, блядь. Завтра он откроется в субботу в 5:45. Это ебалово. Ой, блядь. Вы что, ебанулись, что ли, люди? Мне теперь надо... Ладно, я пойду попробую до Биаррица дойти пешком. Посмотрю, может там что-то лучше будет. Итак, я, значит, иду вдоль колючей проволоки. Там огни аэропорта. А туда мне надо пройти где-то около километра или 2. Это, я так понимаю, национально, это не автобан. По национально, наверное, можно ходить пешком. Итак, я прошел темную и опасную часть пути. Вот так вот сейчас все выглядит. Дальше уже освещается и параллельно идет по жилому кварталу обычная такая небольшая дорожка. Я думаю, по ней пойти дальше. Мне говорят, что вокзал в Биаррице работает круглосуточно. Сейчас узнаем. Итак, единственная хорошая вещь, которая есть во Франции, это туалеты бесплатные. Как я не могу выйти из туалета теперь? Что это такое, блядь? А, вот, все, он открывается. Нужно просто ёбнуть было ногой. Итак, сидел я на этом месте на вокзале, пришел какой-то Мудини, сказал «Ферме ля гар». Это значит, закрывается вокзал и съебывай отсюда, блядь, охуевший. Вон тот Мудень какой-то, блядь. Я сейчас потопаю пешком 5 километров, блядь, как я заебался, знали бы вы. Ну, правда, чуваков каких-то высадили, используют, теперь их ебут, я не знаю за что. А я сейчас попробую пешком пойти дальше. Итак, после вчерашнего похода на... Не знаю, вчера, наверное, прошел километров 20, но 15 я точно прошел, может и 20 все было. Итак, мне очень хочется вот этого вот всего. Я решил себя побаловать. Люди тут закупаются как на атомную войну, что пиздец, блядь. Люди, вы совсем ебанулись на атомную войну? Вот это вот я покупаю, это хуйня полная. Ну, человек за мной стоит тоже с нормальной корзиной. Настоящий с этой кассы придется долго. Еще рюкзак заебались просить снимать. Хотят заглянуть. Да не пизжу я ничего в вашем ебучем магазине. Итак, я приехал в Биарриц. Хочу очень сильно срать. Но при этом нашел площадь Антона Чехова. Это пиздец, блядь. Ржут что-то. Может, поняли меня? Итак, я погулял по отелю.
4-звездочному, называется Тоник отель. Мне сказали оттуда, чтобы я сваливал. Я теперь иду домой. Не знаю куда. Думаю пойти на заправку. А на 24 часа, может, там более лояльные люди. Итак, я нахожусь на улице. Сейчас 1:41. Мне немного холодновато, чтобы спать, и мне приходится двигаться. Как назло, у меня нет с собой теплой одежды. Поэтому придется что-то думать. Я думаю, надо продержаться до утра. С утра уже попытаться вписаться к моему хосту. Потому что надеюсь, что мне дадут там днем поспать. Потому что мне очень тяжело. Вот такие вот путешествия рекламируют за сколько-то. А у меня бесплатно. Вот так вот. Итак, 5:30 утра в Париже примерно. Ну, точнее, если быть, то 5:16. Я тут подумал и решил порекомендовать всем, кто меня смотрит, не посещать города Байон, Англе и Биарриц. Ну, в принципе, я тут уже всю ночь протусовался. Каучсерфинг работает так себе. Очень плохо. Вчера у меня была вписка, сегодня нету. И отель из отеля выгнали, вот из этого вот. Не поселяйтесь в этом отеле 4 звезды, потому что тут, во-первых, все дорого. Ну, в принципе, тут все отели дорогие. Даже хостел сраного нет за 10 евро. Это дороже, чем Париж получается. Хотя мухосрань жесткая. И в целом, я думаю, что отсюда надо сваливать. Я думаю, ехать мне в Тулузу напрямую или заехать еще в один город по пути. Тот город тоже небольшой, но если там будет вписка, я туда поеду. Если не будет, то, скорее всего, поеду в Тулузу. Сразу. И в принципе, мне просто придется в Тулузе тусоваться дней 10, а это много. Я хотел туда где-то на недельку поехать. Вот как-то так. Вот тут полиция ездит. Я думаю, что пора думать над этим. Думаю, днем посмотрю ответы, и если не будет ничего, то еду в Тулузу. Буду уже рассылать реквесты на Тулузу. Там, наверное, хостел тут будет дешевый в крайнем случае.